Всем привет! Мы находимся в ущелье Казачки и от отеля Кумбель, бывшего пионер-лагеря «Юный геолог», хотим по хребту подняться на Кокжайляу. Схема маршрута от отеля Кумбель. Сначала поднялись на хребет и затем траверсировали его до Кокжайляу. Спускались по дну ущелья Казачки с возвратом в точку начала похода. Прошли отель Кумбель и свернули с дороги налево. Сейчас по снегу будем взбираться на гребень. Вот так. Отель Кумбель. Пожарная машина. Речка Казачка внизу. И идем по местами засыпанные, местами в мокром грязном снегу, с трудом читаемой тропе. Скоро нам надо будет вот залазить наверх, туда карабкаться. Прошли крутую стеночку, как мы ее про себя прозвали. И здесь уже более пологий подъем. Уже по снегу чисто практически. Подъем на хребет, на гребень хребта. Здесь проложена линия электропередач, очень невысокие мачты. Прошли 1,2 километра, поднялись на высоту 1817 метров над уровнем моря. Отсюда хорошая панорама. Когда-то из пионер-лагеря «Юный геолог» советские пионеры поднимались, чтобы полюбоваться городом, панорамами. Здесь по гребню идет тропа, не натоптанная, но пока мы не проваливаемся, пока идти удобно. Ну, на всякий случай у нас есть снегоступы. Вот куда идет эта линия электропередач. Питает антенное хозяйство. Не знаю, что за антенны. Может, это базовая станция сотовой связи. Очень красиво. Вышли из полосы тумана. Красивые облака лежат в ущелье Казачки. Весенний лиственный лес. Тут и яблони, и другие породы лиственных деревьев. Крутой подъем. Гребень. Ущелье Казачки, забитое облаками. Красота. Зашли в березовую рощу. Туман то найдет, то сойдет. Красота. И сейчас оденем снегоступы. Здесь уже снег такой глубокий. Хорошо здесь. Пошел глубокий снег. Одели снегоступы. Глубокий снег. Ну, хорошо держит. Здесь наст. Идем на подъем. Градусов, наверное, 25. Установили подпятники. И очень удобно. Вот хорошее место на гребне. Когда-то давно-давно, лет еще, наверное,
19-18 назад. Ходили сюда с ночевкой весной. Топили снег. Елики прямо здесь стадами бродили. И отсюда вид красивый. Пример, как палка ушла и как на снегоступах проседаешь. Вот. А здесь вообще какой-то крупный зверь шел. Интересно, что за зверюга. Большой массы город под облаками. Не крутые подъемы, градусов 20 до 30, очень легко преодолеваются обычным шагом. Под пятник ставишь и все. Вот пример. Градусов 30, наверное, будет максимум. Какой тягунок. Длинный-длинный. Томительный. Зато хороший набор высоты идет. Сосен. Такой минный обстрел идет. Тающий снег падает, такими лепешками бывает. Ого. Впереди очередная горка. Снег очень-очень глубокий. Очень медленно продвигаемся, но с удовольствием. Погода замечательная. Красота. Внизу появилась дорога. Отсюда как раз и начинается урочище Кокжайляу, где речка Казачка сливается с Терес-Бутаком. Сейчас надо на эту горку подняться. Внизу показалась недостроенная станция, энергостанция. И впервые мы увидели Кокжайляу. Сам перевал. Уже не вдалеке. Ну, километра 3 еще, наверное, идти. Идем. Продолжаем идти по хребту, который обрамляет Кокжайляу с севера. Идем вверх. Вернее, как вверх. Вверх-вниз, вверх-вниз. Уже давно набрали высоту КЖ, но приходится, когда идешь по изрезанному гребню, терять высоту, опять набирать. Здорово выручает, конечно, снегоступы. Снег очень глубокий. Свежая лавинка сошла с хребта Кумбель. Кумбель-Тау. Впереди еще одна. Ну все. Осталось уже совсем не так далеко, может, километр-полтора. Правда, придется сейчас сильно теряем высоту. Еще не спустились на нижнюю точку. И затем опять набирать. Где-то, наверное, метров около 100. И так на протяжении всего подъема. Спуск, подъем, спуск, подъем, спуск. Утомляет. Свежая лавина.
мокрая. Почти до дороги дошла. Или где? Да, дошла до дороги. Вон там стоят 2 туриста, лыжники, по-моему, или сноубордисты. Прям рядом она. Свеженькая. Появились треки, следы от буранов. И мы видим крайнюю скамейку Кокжайляу. Там и человек. Мы почти пришли. Там мы будем обедать. Да, мы почти это сделали. Было тяжело. Но наконец-то дошли до верхней точки нашего похода. Мы сделали это, ребята. Было тяжело. Прошли около 7 километров от бывшего пионерлагеря «Юный геолог» и теперь, кажется, уже бывшего отеля «Кумбель». И вышли на Кокжайляу. Покушали здесь. Сейчас пойдем вниз. Свежая сошедшая лавина, которая дошла почти до дороги. Мокрая лавина. Видна часть пути, по которой мы прошли. Что сказать, очень тяжелый был путь. Эти 7 километров дались очень тяжело. Во-первых, очень сильно изрезанный этот гребень. Я когда-то давно ходил, а здесь, вниз все время ходил. А вверх я первый раз прошел. И зимой. Плюс глубокий снег. Здорово нас выручили снегоступы. В обуви мы бы там не прошли. По колено это минимум. Так, посередину бедра, местами по пояс. Нам очень понравилось. Сейчас начинаем путь вниз. Под дно ущелья. Остановилась, чуть-чуть не дойдя до тропы. Эх, вот бы мы здесь шли, понаблюдать, пощекотать нервы, послушать ее, посмотреть. Это было красиво и опасно. В мокрой лавине не выживешь. Да, тут нас накрывает туманом. Все это мокрая лавина. Кокжайляу осталось позади. Вернее, оно продолжается. Это урочище же, вот оно. А справа по ходу движения гребень, по которому поднимались. В тумане скрывается. А мы идем по дну ущелья. Здесь все бы ничего, но здесь накатали товарищи. Я не знаю, на чем это они. Квадроциклы или мотоциклы такие. Перелопатили здесь все, и идешь, проваливаешься иногда. Ноги ездят туда-сюда, а так нормально все. Виден наш заключительный отрезок по гребню, последняя горка. И я вижу даже следы от наших снегоступов. Гребень, хребет, по которому мы шли.
припозднились сегодня с выходом. Слева по ходу движения хребет Терес-Бутак. Тоже в облаках. Как хорошо, как красиво прояснилось здесь. К подстанции, не работающая, естественно, которая должна была запитать несостоявшийся горнолыжный курорт Кокжайляу. Наш гребень, естественно, хорошо виден. КЖ уже не видно. Вышли к речке Казачке. Дальше она течет вниз и сливается с речкой Терес-Бутак, которая течет с Кокжайляу. Правда, сейчас на новых картах та речка Терес-Бутак обозначена как Кокжайляу, а эта речка обозначена как Терес-Бутак. Не знаю, чем старые названия не угодили. Ну ладно. Хребет Терес-Бутак. Еще один отрезок нашего хребта. Видно, что нам приходилось подниматься и спускаться, покорять, ну в кавычках, конечно, несколько двухтысячников, 1900, 1800 и так далее. Вечереет. Скоро солнышко сядет за горку. Закат в горах. Остался где-то километр, прошли шлагбаум. Смотрю, за день как снег сошел с нашего хребта. С юго-западной, с западной стороны, с южной. Закончился наш поход. Прошли 13 километров. Едем по обледеневшей дороге от отеля Кумбель. Город. Что сказать про маршрут? Зимой это маршрут чисто снегоступинговый. Без снегоступов лучше не суйтесь туда. Летом, осенью, в конце апреля, наверное, уже можно тоже весной. Без проблем. А зимой только на снегоступах. Всем пока. До новых встреч в горах.